Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Последний месяц осени. Месяц перед самым ответственным периодом, перед зимовкой наших растений. Как вы тщательно все сделаете сейчас в этом месяце, как вы все продуманно сделаете, так и будет зависеть зимовка ваших растений. Ведь всем понятно, что их декоративный вид, их урожайность, да и во многих случаях их жизнь зависит от того, как они хорошо перезимуют. Итак, краткий перечень тех садовых работ, которые я считаю нужным сделать именно в конце осени, в ноябре. Правда, обязательно делайте скидку, что где-то это уже делать поздно, потому что уже снег где-то лежит, морозы уже, поздно все это делать. Где-то, наоборот, еще слишком рано, еще тепло слишком. Ну вот у нас, юг Украины, самое время. Итак, первое. Можно сделать обрезку. В принципе, я немножко считаю, сделать нужно дифференцированно. Скажем, основную обрезку оставить на весну все-таки. Почему? Потому что, когда мы обрезаем дерево перед распусканием почек, когда оно просыпается, эти ранки гораздо быстрее заживают, ну и у дерева меньше шансов подцепить что-то нехорошее. Но вот сейчас осенью вполне можно сделать санитарную обрезку. Что такое санитарная обрезка? Удаляем всякие засохшие, поломанные ветки. Почему и называется санитарная? Но в принципе, если вы живете в южных регионах, вполне можно сейчас сделать и основную обрезку. Еще тепло достаточно. Работы уже не так много, по большому счету, а весной ее будет много как раз, и можно не успеть. Поэтому, в принципе, можно сейчас обрезать наши деревья плодовые. Можно и ягодные кустарники обрезать. Ведь что мы обрезаем, скажем, на той же самой смородине? Мы обрезаем ветки старше 6 лет, которые силой отнимают, но плодов на них, ягод фактически уже нет. Их можно смело вырезать уже осенью. Почему оставлять эту работу на весну? Следующая важная работа. Можно сейчас в конце осени при плюсовых, естественно, температурах, низких, но плюсовых, провести профилактическое, искореняющее, как его называют, осеннее опрыскивание. Смысл его в чем? В том, что эту обработку делают очень крепкими растворами, но по голым веткам, когда листья уже опали, когда почки уже закрылись, ушли в покой. Можно крепкими растворами обрабатывать, не боясь, что эти почки сгорят. Но, тем не менее, вот всякие вредители и болезни фактически вы можете именно сжечь такими крепкими растворами. Следующий важный момент – влагозарядный предзимний полив. Очень часто мы поливаем наши растения летом, когда засуха, понимая, что им не хватает воды. Но забываем о том, что им точно так же может не хватать воды и зимой. Поэтому перед зимой, перед наступлением морозов, как можно ближе к морозам, нужно провести влагозарядный полив. Промочить не только корневую систему, но и гораздо глубже, чтобы всю зиму растение не испытывало недостатка влаги. Кстати, зимой, если есть оттепель, если земля не промерзшая, можно и повторить такой влагозарядный полив. Этот влагозарядный полив не только снабжает влагой наши растения, напомню, но и подтягивает тепло земли снизу сюда вверх. Именно земля является источником тепла для наших растений. Следующий важный момент. Побелка. Ну, я уже много раз рассказывал, что я не белю свои растения, тут дело ваше. Я использую не побелки какие-то, я использую садовые бинты. Можно взять старое агроволокно, разрезать на бинты определенной ширины и вот этими бинтами обматывать стволы и основные скелетные ветки наших растений. Для чего это делается? Это делается не для защиты от вредителей или болезней, как многие считают. Это делается для предотвращения морозобоин. Морозобоины в конце зимы, в начале весны происходят. Очень легко этот момент пропустить, поэтому лучше это сделать вот сейчас, перед наступлением зимы. В принципе, вот такие молодые саженцы, у которых кора эластичная, можно такое оборачивание или побелку не делать. У них эластичная кора. Но они могут пострадать от другого. Они могут пострадать от всевозможных грызунов. Это могут быть мыши, особенно если вы мульчируете толстым слоем приствольные круги. Это могут быть где-то даже зайцы. Они очень любят зимой питаться корой наших растений. Другой еды у них нет. Так вот, такое обертывание садовыми бинтами. Можно колготки светлого цвета использовать. Можно мешки из-под картошки, лука использовать тоже. Вот обертывание стволов вот этими материалами препятствует тому, что их грызуны пробуют. Почему-то им эти материалы не нравятся. Поэтому вот такие бинты, импровизированные какие-то или покупные, отлично защищают и от морозобоин ранневесенних, позднезимних, и от грызунов. Обязательно эту операцию стоит сделать. У нас ноябрь – это великолепное время для покупки и посадки саженцев всевозможных деревьев, декоративных или плодовых. Но в этой жизни всяко бывает. Предположим, вы не успели посадить вовремя. Предположим, саженцы вы получили из интернет-магазина слишком поздно.
для того, чтобы их сажать. Что с ними делать? Есть отличные варианты. Первый вариант — это сделать так называемый прикоп. Ну, буквально в двух словах, как это делается. Желательно под южной стенкой какого-то строения с запада на восток выкапывается траншея. Траншея копается определенным образом. Северная стенка должна быть вертикальная, а южная пологая приблизительно под углом 45 градусов. Глубиной примерно 50 сантиметров. Ну, пару штыков лопаты. Вот это оптимальный вариант. И вот в эту траншею в направлении с севера на юг, на север корни, на юг кроны наших саженцев, укладываем эти самые саженцы и засыпаем их землей. Причем засыпаем фактически на всю длину, оставляя только кончики ветвей на поверхности. И эти кончики, кстати, стоит тоже защитить от тех же самых грызунов. Можно разложить обрезки каких-то колючих растений. Розы какие-то, барбарисы, пироканта, ну, в общем, то, где есть колючки. Полить стоит, конечно, и вот так эти саженцы, в принципе, будут храниться вполне нормально всю зиму. А весной вы их посадите уже. Посадите в заранее приготовленные посадочные ямы, которые вот сейчас осенью как раз можно делать. Для того, чтобы почвенная смесь, которую вы насыпите в эти посадочные ямы до весны, осела, там все физико-химические процессы произошли. Весной вы эти саженцы из прикопа достанете, там рыхлая смесь желательно должна быть, чтобы они легко достались, без повреждения корневой системы, и посадите. Второй вариант, я когда-то снимал об этом видео, когда экстренно нужно посадить саженец, а посадочная яма не готова. Посмотрите это видео, все ссылки полезные по этим работам сегодняшним я оставляю в описании, в первом прикрепленном комментарии. Переходите, смотрите, не ленитесь. Так вот, есть такой вариант. Вы можете выкопать яму свежую, быстренько наполнить ее питательной смесью, но для саженца обязательно поставить опоры и надежно его к этим опорам зафиксировать, жестко зафиксировать, чтобы он ни в коем случае не искривился и ни в коем случае не осел, чтобы корневая шейка не оказалась заглублена. В общем, посмотрите это видео. Вот он, этот саженец, который я показывал в том видео. Я на нем весной сделал уже прививочку. Прекрасно себе растет и развивается дальше. Несколько слов про виноградник. На нем сейчас ответственный период. Виноград можно выращивать в большинстве регионов Украины. Но, к сожалению, в большинстве регионов он выращивается с укрытием на зиму. Вот я у себя безукрывной вариант использую. Не укрываю я их. Ну, как будет, так и будет. Но в большинстве случаев надо. И вот к этому укрытию нужно виноград обязательно приготовить. Что это значит? Вот сейчас, когда уже опала листва, его обрезают, заготавливают черенки, если нужно для весеннего укоренения. Обрезанный виноград обрабатывают каким-либо фунгицидом. Ну, классический вариант — это 5% железный купорос, опрыскивают. Затем лозы связывают в пучки и пригибают к земле. И вот эти пригнутые к земле лозы нужно укрыть. Можно, кто-то просто засыпает землей. Но, естественно, такое укрытие всегда чревато тем, что вдруг будет много осадков, дождей, они начнут выпривать. Лучший вариант все-таки, и опять же удобнее раскрывать будет, если эти лозы мы сначала укроем полипропиленовыми мешками, вот этими из-под сахара, только без полиэтиленовой вставки вот этой внутрь. И сверху уже засыпем землей. И действительно, они там прекрасно перезимуют, и в принципе раскрывать их будет достаточно удобно. Но имейте в виду, слой земли должен быть сантиметров 10, не меньше. Это гарантирует успех. Особо внимательно стоит подойти к подготовке хвойных растений к зиме. Что я имею в виду? Вот такие колонновидные формы стоит обмотать бечевкой, чтобы немножко стянуть не сильно вот эти самые ветки. Чтобы налипающий мокрый, особенно тяжелый снег, не отгибал их в сторону и тем более не ломал. Второй важный момент. Помните о том, что в конце зимы, в начале весны некоторые хвойные растения, особенно с неглубокой корневой системой, могут получать солнечные ожоги. Корневая система будет замерзшая, влагой не питает растения, а солнце жарит и буквально высушивает хвою. Вот чтобы этого не происходило, такие растения в конце зимы стоит притенять каким-то образом. Но этот момент тоже можно пропустить. Поэтому вот уже сейчас можно сделать какие-то каркасы для будущего притенения, вбить рейки, попросту говоря, какие-то, и заготовить тот материал, которым будете притенять. Там может быть все, что угодно. Мешковина, притеняющая сетка, да, в конце концов, куски картона. Они не успеют размокнуть, потому что вот этот момент, он достаточно короткий. Затем почва размерзнется, начнет корневая система питать растения влагой, и опасность вот этих самых солнечных ожогов, она, в общем-то, прекратится. И следующий важный момент. Я никогда не советую удобрять хвойные растения, потому что дело здесь тонкое и достаточно легко ошибиться. Но вот сейчас, в ноябре, отличным вариантом будет разложить в приствольном круге компост толстым слоем. Это, с одной стороны, утеплит корневую систему, а с другой стороны, на весну уже создаст запас питательных веществ, которые потихонечку будут уходить туда к корням и питать хвойное растение. Компост — это самое лучшее
решение с точки зрения удобрения для хвойного растения. Ноябрь — это отличное время для того, чтобы заготавливать семена многих растений. Я имею в виду деревьев плодовых, например, яблоня, груша, слива, персик, абрикос, зизифус. Для чего их собирать, эти семена? Для того, чтобы делать вот эти самые семенные подвои. То есть растения с крепкой корневой системой, на которые можно потом успешно делать прививку. Но имейте в виду, если вы собираете семена вот таких растений, для того, чтобы они выросли, им обязательно нужна стратификация. Я снимал когда-то видео, как правильно делать стратификацию. В двух словах, стратификация — это обработка, длительная обработка в течение нескольких месяцев холодом и влагой обязательно. Для этого семенам нужно создать специальные условия. Для этого отлично подходят холодильники. В общем, перейдите по ссылочке на это видео про стратификацию и внимательно его посмотрите. Теперь про укрытие каких-то теплолюбивых растений. В который раз уже повторяю, источником тепла для наших растений зимой является земля. Просто обматывать стволы и ветки и считать, что вы утеплили, это неправильно. Внутри таких обмоток температура будет такая же, как и снаружи. Единственное, от чего это спасает обматывание стволов и ветвей, от зимнего морозного иссушающего ветра. Корневая система промерзшая, влагой не питает растения, а такой вот морозный ветер очень сильно растения иссушивает. Ну, примерно как в холодильнике No Frost. Поэтому обязательно над теплолюбивыми растениями устанавливайте какие-то каркасы. Самые элементарные. Сколоченные из чего угодно. Вот как я из реек сколотил. Вот он, саженец маленький. Смысл в том, что нужно сделать вот этот каркас как можно шире. Чем больше площадь вы сделаете, тем больше тепла от земли вы там сохраните. И обязательно заготавливайте уже материал, которым вы будете утеплять свои теплолюбивые растения. Ну, я беру агроволокно плотностью 60 и в 2 слоя его укладываю здесь, на этом каркасе. И вот такое утепление гарантирует, что саженец перезимует, ну, по крайней мере, в наших условиях, когда температура зимой опускается до минус 20 градусов. Уже проверено, отлично это все работает. Если вы какие-то растения пригибаете к земле, ну, скажем, некоторые плетистые розы иногда укрывают на зиму, тоже пригибая к земле. Имейте в виду, вот пригибать уже лучше сейчас, пока еще морозов нет. Заранее немножко. Укрывать их нужно будет уже, когда морозы начнутся. Тоже не спешите. Но вот пригибать лучше сейчас. Почему? Потому что если в морозные моменты их пригибать, то в принципе они становятся хрупкими. Их можно легко сломать. Сейчас у нас температура еще положительная, они будут легко гнуться. Но вот еще раз подчеркну, сам процесс укрытия лучше отложить до наступления уже первых морозов. Несколько слов про огород. А если более конкретно, про подзимние севы. Напомню, некоторые культуры можно сеять под зиму для того, чтобы весной получить более ранние всходы и, соответственно, более ранний урожай. Так вот, имейте в виду, сеять спешить рано не стоит. Иначе семена могут прорасти, но, естественно, потом морозы их убьют. Сеять вообще лучше всего уже в слегка промерзшую почву, когда уже корочка на поверхности замерзла. Копаете борозды, рыхлите, вернее, борозды, засыпаете семена и сверху засыпаете либо песком, либо сухой землей. Ни в коем случае вот эти семена поливать не стоит. А сверху можно еще засыпать все это опавшей листвой. Помните видео недавно про опавшую листву? Вот как раз можно опавшей листвой всю эту грядочку утеплить. Единственное, листья прижмите какими-то ветками, чтобы ни в коем случае ветром их не разнесло. А как только начнется весна, может быть даже в конце зимы уже, эти листья снимаете, почва начинает прогреваться, и семена эти гораздо раньше начинают всходить. Что можно сеять? Ну, я сею свои любимые: шпинат, редиску, салат, какие-то холодолюбивые такие растения. Но в принципе можно и теплолюбивые сеять. И те же самые кабачки, и тыквы, и томаты. Только имейте в виду, что все-таки, конечно, утеплять на зиму их стоит сильнее, потому что они более уязвимы к морозам. Но тем не менее в компостной куче они всегда великолепно всходят. Помните о том, что весной очень рано, может быть даже в конце зимы у некоторых, начнется время рассады. И вот компоненты для этой рассады, в принципе, сейчас, пока еще нет морозов, можно отлично заготавливать. Если вы, например, почвосмесь сами делаете, сейчас можно заготовить землю, занести ее где-то в сарай, чтобы она стояла в сухом помещении. Можно покупать уже, в принципе, какие-то кассеты, какие-то контейнеры, куда вы будете, собственно говоря, семена там или рассаду эту сеять, в чем вы будете выращивать. Ну и, наконец, последнее очень важное, что стоит сделать. Вот сейчас в ноябре пока еще комфортная погода. Наведите на участке порядок. И не только на участке. Наведите его в сарае. Разберитесь с инструментом. Поточите, смажьте, почистите его. Разберитесь с препаратами.
Если их срок годности вышел, утилизируйте куда-то, а в списочек добавьте купить на следующий сезон этот препарат. Обязательно проверьте температуру, при которой эти препараты должны храниться. В общем, еще раз повторюсь, наведите порядок. Скоро зима, скоро морозы, скоро станет некомфортно это делать. Ну вот, пожалуй, у меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мою страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Хорошего вам завершения сезона. Всего доброго.